Остров Пасхи или Рапа-Нуи — это остров, который находится на юго-востоке Тихого океана в акватории Чили. Он является одним из самых отдаленных населенных островов на планете. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3514 километров, до острова Питкэрн, ближайшего населенного места, 2075 километров. Сегодня на острове Пасхи обитает около 6000 человек. Остров получил всемирную популярность благодаря громадным каменным статуям высотой около 20 метров и весом в несколько тонн. Их происхождение непонятно, а истинное назначение покрыто мраком. Естественно, что такие необъяснимые находки сразу же покрываются ореолом загадок и тайн. Ученые только предполагают, как и откуда могли появиться эти загадочные истуканы на острове Пасхи. Но обо всем по порядку. Итак, перед вами тайны острова Пасхи. Тайна острова Пасхи. Условия жизни на острове Пасхи достаточно экстремальные. На нем не растут деревья, а только трава и небольшие кустарники. Также там отсутствуют реки и ручьи. Сегодня на острове Пасхи живут люди разных национальностей. Они занимаются скотоводством, земледелием и рыболовством. Здесь регулярно ведутся археологические раскопки. Специалисты уже долгое время изучают каменные фигуры моаи. И интересен факт, что все они имеют собственные имена. Стоит отметить, что статуи разбросаны по всей площади острова. На острове Пасхи достаточно много пещер. Археологи предполагают, что одна из них использовалась для ритуальных церемоний. История острова. Когда матросы впервые обнаружили остров Пасхи, они увидели на нем множество каменных фигур, стоящих вдоль берега. Моряки не могли понять, кто их сделал и как вообще здесь оказались люди. Согласно официальной версии, первыми людьми, проживавшими на острове Пасхи, были полинезийцы. Они жили в V веке нашей эры, поскольку у полинезийцев считалось нормальным растягивать мочки ушей до плеч, их стали называть длинноухими. Ученые считают, что именно они были авторами статуй. В XIV веке на остров прибыли короткоухие. На протяжении 3 веков они воевали с полинезийцами, в результате чего длинноухие были уничтожены, а вместе с ними исчезла и их культура. По мнению экспертов, создатели моаи верили, что в истуканах содержится сила их предков. Статуи высекали из спрессованного вулканического пепла. При установке их лица обращали в сторону поселений для защиты от бед. На сегодняшний день многие моаи острова Пасхи удалось отреставрировать, благодаря чему любой желающий может собственными глазами увидеть фигуры в их первоначальном виде. Первопоселенцы острова Пасхи верили в бога Маки-Маки, который, по их мнению, создал человека. Вскоре у них возник культ птицы-человека, которому периодически приносились жертвы. Также племена соревновались между собой в плавании. Победивший пловец на 1 год становился птицечеловеком и имел право распределять любые ресурсы в своем племени. У жителей острова Пасхи была своя письменность, которая пока до конца не расшифрована. Они писали на небольших деревянных табличках, некоторые из которых сохранились до наших дней. Помимо слов, на них изображались звери, птицы и различные события. Существует миф, что в 1400 году небольшая группа полинезийцев во главе с их первым королем Хоту-Мата-А добралась на пирогах до необитаемого острова. Они назвали его Те-Пита-О-Тихоно, что означает «пуп земли». После этого король ввел практику установки огромных памятников в честь вождей. Каменные статуи на острове Пасхи внешне похожи на человеческие головы с относительно маленьким туловищем. По мнению экспертов, моаи изготавливались в каменоломнях, находящихся посреди острова. До сих пор нет единого мнения о том, как древние люди могли перемещать такие тяжелые фигуры. Согласно распространенной версии, статуи передвигали по дорожке, выложенной из стволов деревьев. Их катили через километры труднопроходимых джунглей. По подсчетам ученых, для такой работы требовалось более сотни мужчин. Кто открыл остров Пасхи? В 1722 году на остров Пасхи впервые ступила нога европейца. Им оказался нидерландский мореплаватель Якоб Рогевен. В тот день христиане отмечали Пасху, благодаря чему Рапа-Нуи стали называть островом Пасхи. В 1774 году остров Пасхи посетил капитан Джеймс Кук. Он надеялся увидеть на нем множество людей, поскольку, по словам Рогевена, остров населяло около 20 тысяч человек. Однако Кук с трудом насчитал 4000 жителей, ютившихся в пещерах. Позже археологам удалось найти этому объяснение.
Дело в том, что после отплытия голландцев на острове стало рождаться все больше людей, что привело к голоду. Аборигены продолжали изготавливать истуканов, в связи с чем уничтожили почти все деревья. Помимо этого, несколько неурожайных лет подряд еще больше усугубили положение. Между племенами начались кровопролитные войны. В 1862 году на остров Пасхи приплыли перуанские воины и поработили почти 1000 островитян. После этого местных жителей продолжали забирать в рабство, отправляя их в Перу. Положением на 1877 год на острове Пасхи осталось только 111 человек. В 1888 году он вошел в состав Чили. Интересен факт, что вплоть до 1966 года на острове Пасхи отсутствовало самоуправление. Столицей острова является Ангароа, где находится 6 чиновников и аэропорт Матавери. Главным источником дохода населения по-прежнему остается туризм. В связи с этим в городе работают несколько гостиниц. Когда приезжать на остров? Посещать остров Пасхи лучше всего с октября по апрель. В этот период средняя температура составляет около 25 градусов, а вода в океане прогревается до 22 градусов. В другие месяцы здесь идут ливни и дуют ветра. Пляжи острова. Местные пляжи считаются одними из самых комфортных в Чили, в связи с чем на берегу острова всегда много отдыхающих. Наибольшей популярностью пользуется пляж Анакена. Рядом с ним растут высокие пальмы, безмолвно стоят моаи и лежит песок, который при намокании приобретает розовый оттенок. Праздник Тапати Рапа-Нуи. Этот праздник проходит в конце января. В данный период островитяне наблюдают за состязанием танцевально-музыкальных ансамблей. Кроме этого, на фестивале избирается королева. Победительницей становится девушка, которая не только отличается красотой, но и родственникам которой удается выловить наибольшее количество рыбы и соткать самое длинное полотно. Достопримечательности острова. Чтобы посмотреть любые достопримечательности острова Пасхи, человеку достаточно купить специальный браслет, который служит пропуском. Стоит отметить, что церемониальный центр Аронга и вулкан Рана-Рараку человек может посетить бесплатно только один раз. Истуканы острова. У многих людей остров Пасхи ассоциируется с загадочными каменными статуями. Их еще называют моаи, что в переводе с гавайского означает «статуя», «истукан», «идол». До сих пор ученые не могут точно понять, каким образом и для чего были созданы эти истуканы моаи. Принято считать, что островитяне создавали фигуры в память об умерших родственниках или вождях. Аборигены поклонялись этим идолам, веря в то, что они защитят их от бед и дадут им силу. Высота статуй колеблется от 3 до 21 метра. На некоторых статуях находятся шапки из красного камня. Большинство экспертов считают, что моаи передвигали при помощи стволов деревьев, упоров или других конструкций. Доказательством этой версии служит то, что на острове не осталось ни одного дерева, поскольку все они были использованы для транспортировки фигур. В середине прошлого века известный норвежский ученый и путешественник Тур Хейердал провел интересный эксперимент. Он попытался повторить процесс изготовления истуканов, включая их установку. Хейердал опросил множество островитян, пытаясь узнать принцип всего технологического процесса. В результате жители показали ученому каменные молотки, которыми пользовались их предки, а затем перетащили истукана волоком в горизонтальном положении. Потом, соорудив простой механизм из камней и 3 бревен рычагов, они достаточно просто подняли моаи. На вопрос Тура, почему туземцы не рассказывали об этом раньше, те ответили, что раньше их об этом не спрашивали. Также существует мнение, что статуи перемещали стоя при помощи канатов. В 2012 году группа исследователей в ходе эксперимента подтвердила эту теорию. Сейчас на острове живет около 3000 человек. Из них только 150 человек — чистокровные рапануйцы, остальные же — чилийцы и метисы. Хотя опять-таки не совсем понятно, кого именно можно считать чистокровными. Ведь еще первые высадившиеся на острове европейцы с удивлением обнаружили, что жители Рапануи, полинезийское название острова, этнически неоднородны. Знакомый же нам адмирал Рогевин писал, что на открытой им земле жили белые, смуглые, коричневые и даже красноватого оттенка люди. Их язык был полинезийским, относящимся к диалекту, изолированному примерно с 400 года нашей эры и характерному для Маркизских и Гавайских островов. Совершенно необъяснимыми казались около 200 гигантских каменных изваяний. Моаи
расположенные на массивных постаментах вдоль побережья острова с жалкой растительностью, вдали от каменоломен. Большинство статуй располагались на массивных постаментах. Еще не менее 700 скульптур в разной степени готовности были оставлены в карьерах или на древних дорогах, связывающих карьеры с побережьем. Складывалось впечатление, что скульпторы внезапно оставили свои инструменты и прекратили работу. Далекие мастера вырубали моаи на склонах вулкана Рана-Рараку, расположенного в восточной части острова, из мягкого вулканического же туфа. Затем готовые статуи спускали вниз по склону и расставляли по периметру острова на расстоянии более 10 километров. Высота большинства идолов составляет от 5 до 7 метров. Более же поздние изваяния доходили и до 10, и до 12 метров. Туф, или как его еще называют, пемза, из которого они сделаны, по структуре напоминает губку и легко крошится даже при легком на него воздействии. Так что средний вес моай не превышает 5 тонн. Каменные аху, платформы-постаменты, достигали 150 метров в длину и 3 метра в высоту и состояли из кусков весом до 10 тонн. Удивительно и то, что в 1770 году статуи еще стояли. Джеймс Кук, побывавший на острове в 1774 год, упоминал лежащие статуи, до него никто ничего подобного не замечал. В последний раз стоящие истуканы видели в 1830 году, тогда на остров заходила французская эскадра. С тех пор оригинальных, то есть установленных самими жителями острова, статуй никто больше не видел. Все, что существует на острове сегодня, было восстановлено в 20 веке. Последняя реставрация 15 моаи, расположенных между вулканом Рана-Рараку и полуостровом Пойке, произошла относительно недавно, с 1992 по 1995 год, причем занимались восстановительными работами японцы. Во второй половине XIX века умер и культ человека-птицы. Этот странный, уникальный для всей Полинезии обряд был посвящен Макимаке, верховному божеству островитян. Избранный становился его земным воплощением. Причем, что интересно, выборы проходили регулярно, раз в год. При этом самое активное участие в них принимали слуги или воины. Именно от них зависело, станет ли их хозяин, глава семейного клана, Тангата Ману или человеком-птицей. Именно этому обряду обязан своим возникновением главный культовый центр — скальный поселок Аронга на самом большом вулкане Ранакао в западной оконечности острова. Хотя, может быть, Аронга существовал задолго до возникновения культа Тангатаману. Предания сообщают, что наследник легендарного Хоту Матуа, первого вождя, прибывшего на остров, родился именно здесь. В свою очередь, его потомки через сотни лет сами давали сигнал к началу ежегодного состязания. Весной на небольшие островки Моту-Као-Као, Моту-Ити и Моту-Нуи, расположенные недалеко от берега, прилетали посланники бога Макимаки, черные морские ласточки. Тот воин, который первым находил первое яйцо этих птиц и доставлял его вплавь своему господину, получал в награду 7 прекрасных женщин. Ну а хозяин становился вождем, или вернее человеком-птицей, получая всеобщее уважение, почет и привилегии. Последняя церемония Тангата Ману прошла в 60-х годах XIX века. После катастрофического пиратского рейда перуанцев 1862 года, когда пираты забрали в рабство все мужское население острова, выбирать человека-птицу стало некому и не из кого. Зачем аборигены острова Пасхи высекали статуи Моаи в карьере? Почему они прекратили это занятие? Общество, создававшее статуи, должно было существенно отличаться от тех 2000 человек, которых видел Рогевин. Оно должно было быть хорошо организовано. Что с ним произошло? Более 2,5 столетий тайна острова Пасхи оставалась нераскрытой. Большинство теорий об истории и развитии острова Пасхи строится на устных преданиях. Происходит это потому, что никто до сих пор не может понять, что же начертано в письменных источниках, знаменитых табличках Кахаумоту Моронгаронга, что в переводе приблизительно означает «рукопись для декламации». Большая часть их была уничтожена христианскими миссионерами, но и те, что сохранились, могли бы, наверное, пролить свет на историю этого таинственного острова. И хотя ученый мир не раз бывал взбудоражен сообщениями о том,
что древние письмена наконец-то расшифрованы, при тщательной проверке все это оказывалось не слишком точной интерпретацией устных фактов и сказаний. Несколько лет тому назад палеонтолог Дэвид Стедмен и несколько других исследователей выполнили первое систематическое исследование острова Пасхи с тем, чтобы выяснить, каким был ранее его растительный и животный мир. В результате появились данные для новой, удивительной и поучительной интерпретации истории его поселенцев. По одной из версий, остров Пасхи был заселен примерно в 400 году нашей эры, хотя по данным радиоуглеродного анализа, полученные учеными Терри Хантом и Карлом Липа из Калифорнийского университета, США, в ходе исследования 8 образцов древесного угля из Анакины, свидетельствует о том, что остров Рапа-Нуи был заселен примерно в 1200 году нашей эры. Островитяне выращивали бананы, таро, сладкий картофель, сахарный тростник, тутовник. Кроме кур, на острове были также крысы, прибывшие с первыми переселенцами. Период изготовления статуй относится к 1200 годах, количество жителей к тому времени составляло от 7 тысяч до 20 тысяч человек. Для подъема и перемещения статуи достаточно несколько сотен человек, которые использовали канаты и катки из деревьев, имеющихся в то время в достаточном количестве. Кропотливая работа археологов и палеонтологов показала, что примерно за 30 тысяч лет до прибытия людей и в первые годы их пребывания остров вовсе не был таким пустынным, как сейчас. Субтропический лес из деревьев и мелколесья возвышался над кустарниками, травами, папоротником и дерном. В лесу росли древесные маргаритки, деревца хау-хау, из которых можно делать канаты, и тарамира, которая пригодна в качестве топлива. Имелись также разновидности пальм, которых сейчас нет на острове, но раньше их было так много, что подножие деревьев было плотно укрыто их пыльцой. Они родственны чилийской пальме, которая вырастает до 32 метров и диаметром до 2 метров. Высокие, без ветвей, стволы были идеальным материалом для катков и сооружения каноэ. Они также давали съедобные орехи и сок, из которого чилийцы делают сахар, сироп, мед и вино.